Добрый день! В этом видеоролике мы покажем, как правильно собрать и начать эксплуатацию бараны ротационной Агролюкс 12. Когда вам приходит барана, она приходит вот цепка в таком виде. Цепка полностью собранная, готова к работе. Но есть кое-какие нюансы. Далее вам приходят две 6-метровых бараны. Они идут в разобранном виде, рамы и отдельно каждая секция. Для того, чтобы собрать 6-метровые бороны, вам необходимо навесить ее на навеску трактора, саму раму, и прикрутить стремянки. Первую прикручиваем по центру, между двух вот этих ушей, которые идут под центральный винт. И каждые 20 сантиметров от центра до центра следующей стремянки мы прикручиваем все остальные. Вот. Получается, у вас будет две 6-метровых бараны, именно собранные отдельно, уже стоять. Сейчас дальше покажем, как производится именно первоначальный ввод самой сцепки. Что мы делаем? Без 6-метровых барон, просто вот как она пришла, цепляем на навеску трактора, за серьгу, цепляем ее и подсоединяем гидравлику. Вот эта пара идет на крылья, вот эта пара идет на поднимание и опускание главного цилиндра. Здесь стоит клапан. Клапан — уменьшитель потока гидравлики. Для чего он служит? Он служит для того, чтобы крылья раскладывались медленно, чтобы не было удара. Цилиндры маленькие стоят, они служат именно для того, чтобы только разложить и сложить крылья. Как практика, обычно это происходит так. Мы его закручиваем полностью и буквально на 1/4, 1/5 оборота откручиваем назад. Тем самым мы делаем поток гидравлики очень маленький сюда. Далее, следующим образом происходит прокачка гидравлики. Прежде чем мы начнем прокачивать гидравлику, необходимо вот эти тяги снять. Они служат нам для крепления трехточки. Вот сюда навешивается барана ушами, и вот это идет вместо центрального винта. Мы их снимаем для чего? Для того, чтобы они не стукали парами, когда мы будем прокачивать гидравлику, именно раскладывать и складывать. Так, как происходит раскладывание? Главным цилиндром приподняли, буквально, чтобы вот здесь крылья вышли из зацепов, буквально 3-5 сантиметров. Дальше малыми цилиндрами разводим крылья до конца. Вот, развели крылья до конца, поставили в плавающее положение именно малые цилиндры на гидравлике. И главным цилиндром опрокидываем непосредственно в рабочее положение. Вот так примерно выглядит ее рабочее положение, но это он сильно опрокинул. Дальше как происходит складывание именно. Главным цилиндром задвигаем до конца его, убираем именно, поднимая полностью. Малые цилиндры, прошу обратить внимание, всегда находятся в плавающем положении. Всегда. В работе, в статике она стоит, всегда в плавающем. В работе главный цилиндр также в плавающем положении. На краях, при работе, на краях поля, главным цилиндром приподняли так, чтобы бороны оторвались от земли. Развернулись, зашли в загонку, отпускаем в плавающее положение главный. И все, и работаем. Малые цилиндры всегда в плавающем положении. Вот. Сейчас задвинут полностью главный цилиндр. И начинаем гидравликой сводить именно крылья. Сводим крылья, они сейчас подойдут к зацепу.
Прошу обратить внимание, сейчас как они подойдут к зацепу и упрутся чуть-чуть. Главным цилиндром приподнимаем. Главным цилиндром приподняли. Вот. И они, в принципе, падают в зацеп. Маленькими цилиндрами сводим до конца. И все. И опускаем в плавающее положение. Такую операцию необходимо произвести 2, 3, 4 раза. Именно для того, чтобы прокачать полностью гидравлику. Чтобы нигде в гидравлической системе не остался воздух. Вот, проводим всю эту операцию несколько раз. Прокачали гидравлику. Далее переводим ее в рабочее положение. Для того, чтобы навесить те 6-метровые бороны, которые у вас уже предварительно собраны. Как навешивается именно 6-метровая борона на саму сцепку? Ну, как правило, обычно самое проще всего сделать это либо погрузчиком, куном каким-нибудь, там, телескопический погрузчик. Потому что поставить их две рядышком и попасть именно самой сцепкой, ну, проблематично и тяжеловато. Вот в итоге получилось в собранном виде, вот так вот она выглядит. Именно 12-метровая. На разворотах до края поля вот так чуть приподняли, чтобы она от земли оторвалась. Развернулись, стали по ровной. Работать ей только вдоль посева и по прямой. Восьмерки по полю не крутить, работать. Гидравлика вся в плавающем. Немаловажно обратить внимание на вот эти вот пальцы. Внутри идут подшипники конические. Вон они смазываются, есть. Сейчас покажу, чтобы видно было, масленочка. После первых там буквально там 50-100 гектар проверьте затяжку. Там внутри конические подшипники подтянули, дабы крыло убрать люфт с него. Все, главный полностью цилиндр сомкнулся. Дальше идет складывание. Механизатором не путать рычаги, потому что если в рабочем положении дернуть на складывание крыльев, вырвутся малые цилиндры, либо погнет вот это ухо, которое ближе к главному. Малые цилиндры служат для складывания крыльев только в том случае, когда цилиндр главный полностью в закрытом состоянии. Свели, они подошли к упорам, приподняли чуть главным, чтобы они чуть выше были. Малыми довели до конца и опустили главный цилиндр. Вот это ее транспортное положение. Так она выглядит в транспорте. Вот она стоит в транспортном положении. Если большие перегоны, как практика показывает, ребята неоднократно говорили уже, обычно вот здесь где-нибудь между двумя боронами стяжкой для груза, дабы их стянуть, потому что у каждой бороны есть свой ход, в котором она копирует почву именно при работе. Чтобы она не болталась, хотя в этом ничего страшного нету. Стяжкой груза между собой. Вот здесь две шестерки именно для транспортировки, чтобы механизатору было спокойней. Вот так она выглядит.